Привет, друзья! Сегодня у нас под микроскопом настоящая загадка природы. Я нашел воду там, где ее быть просто не должно. Если вы впервые на канале, добро пожаловать! Здесь мы изучаем невидимый мир, который существует буквально у нас под ногами. Подпишитесь и нажмите на колокольчик. Это не просто формальность. Так вы помогаете развитию канала и даете мне возможность делать еще больше таких невероятных открытий. А если вы уже со мной, напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть под микроскопом в следующий раз. Может, именно ваша идея станет новым видео. Возможно, вы знаете, что я живу в Греции. И знаете, что здесь жара стоит почти круглый год. Засуха – постоянный спутник. Найти пресноводный водоем – это как выиграть в лотерею. Но однажды мне повезло, я нашел воду. Правда, это был не совсем пресный водоем, скорее солено-пресная смесь, что-то вроде природного коктейля из морской и пресной воды. И вот что интересно, ради этого образца мне пришлось даже немножко нарушить правила. Вода находилась прямо на закрытой стройке, но ради науки все позволено. Итак, я взял пробу этой воды и, признаюсь, ожидал увидеть под микроскопом сплошной песок и соль. Но то, что я увидел, это просто другой мир. Итак, под микроскопом первый житель. Вот этот крошка, похожий на инфузорию. Хотя могу я ошибаться. Кстати, вот эти нити, что вы видите, это вата, которую я специально добавил, чтобы микробы меньше бегали по капле в воде. Так мы можем рассмотреть их получше. Страшненький, скажу честно, какой-то плоский и непредсказуемый. Наверное, питается бактериями. Если присмотреться, то чем-то напоминает утконоса микромира. А вот теперь посмотрите, настоящий гонщик микромира. Он промчался через поле зрения за какие-то доли секунды. Я даже не успел моргнуть. Давайте замедлим видео на 25%. Вот он, посмотрите. Движение с грацией, как маленькая ракета. Я пытался поймать его снова, но безуспешно. Кто это был? Загадка. Если вы узнаете этого стремительного красавца, пишите в комментариях. А теперь взгляните на гиганта. Это диатомая водоросль. Она словно замерла, будто задумалась о чем-то вечном. Ученые описали более 20 тысяч видов диатомой, но предполагают, что их может быть в 10 раз больше. Посмотрите, как рядом с ней притаилась маленькая родственница. Контраст просто невероятный. Вот еще одна, длинная, изящная, похожа на стеклянную ленту, а рядом цианобактерии, танцующие, переливающиеся, будто неоновая дымка. Это по-настоящему завораживающее зрелище. Каждая такая клетка как отдельная вселенная, со своими законами, энергией и движениями. А вот тут посмотрите, целое скопление диатомных водорослей, словно мегаполис, живущий в своей жизнью. Теперь взгляните вот сюда. Эти зеленые шарики не просто водоросли. Присмотритесь, внутри одного из них вещество уже разделилось. Это момент деления клетки. Мы буквально видим, как рождается новая жизнь. Потрясающе, правда? Вот такие кадры напоминают, насколько удивителен и хрупок микромир. И как мало мы о нем знаем. Мы изучили планеты, галактики и туманности, но до сих пор не до конца понимаем, что происходит в капле воды. Возможно, прямо сейчас на экране мы видим вид, которого еще никто в мире не описывал. А вот этот малыш длинный, волосатый, словно в броне из ресничек. Он такой шустрый, что камера за ним не успевает. Туда-сюда, настоящий микроскопический угорь. Вот именно для таких и добавляют вату, иначе вообще не рассмотрел бы. Наверное, это и есть экстрим-спортсмен микромира. А теперь началось настоящее безумие. Присмотрите, все поле зрения заполнено множеством существ. Палочки, инфузории, диатомы, цианобактерии, все вперемешку. Кажется, я попал в микроскопическую вечеринку. Вот эти палочки собираются в колонии, образуя целые структуры, а вокруг них носятся инфузории, словно маленькие зверьки, ищущие еду. У кого-то из них реснички, кто-то вытягивается в нить, кто-то кружит по кругу, и все это кипит в одной капле. Вы только вдумайтесь, в одной капле воды столько живых существ, больше, чем людей в вашем районе. И каждая из них живет, двигается, питается, борется.
словно миниатюрная копия нашего мира. Иногда я думаю, где больше жизни, на суше или в воде, на поверхности планеты или в невидимом океане микробов, который окружает нас повсюду. Парадоксально, но возможно самое живое место на Земле – это капли воды под микроскопом. Она хранит больше тайн, чем тысячи километров космоса. Вот такая вот получилась экспедиция в микромир. Если вам понравилось, поддержите это видео лайком. И не забудьте подписаться, если еще не сделали этого. Ваши комментарии реально помогают. Пишите, кого бы вы хотели увидеть под микроскопом в следующем видео. Может быть, вы предложите идею, которая откроет новую страницу на канале. А мы с вами обязательно увидимся в следующем выпуске. До встречи, друзья, и не забывайте, в каждой капле воды живет целая вселенная.